Вітаю вас в своем саду знову у квітні. Сегодня расскажу вам не про персик, вот этот, который собираюсь идти сажать, я сейчас его просто перенесу, а про вот эту опору для роз. Мы ее делали целую неделю. Делали, пока не сделали. Опоры для плетистых роз, которые будут вокруг нашей будущей террасе. Я вам уже рассказывала, что мы планировали, собирались, и вторую перголу делаем вот тут вокруг желтого розария. Расскажу, из каких труб, в какой последовательности, какие профили, что мы делали. Я уже частично начала их поднимать. Правда, много побегов поломала, потому что это делать надо было раньше. Но у нас такая весна, которая поломала нам все планы. А персик, кстати, хороший купила, но поздновато. Поздновато – это, знаете, сорт какой? Белый лебедь. Если у кого-то есть такой, напишите, я читала, что очень хороший сорт персика. Купила по дешевке утром сегодня. Ну, а сейчас про розы. Сейчас отнесу его и пойду вам рассказывать. Ну, вот, я буду за кадром показывать и рассказывать, что, значит, представляют наши опоры для роз. В прошлом году я вам показывала, мы делали временные из деревянных брусов, но розы как бы ого-го, выросли. Вот тут высота 2,80, 3,5 длина трубы. В землю мы где-то 60-80 по высоте равняли, по уровню, чтобы было профиль стоек вот этих 25 на 25, толщина стенки двойка. Сейчас я вам буду параллельно показывать, как Вадим Петрович бурил тут буром отверстия под сваи. Они залиты бетоном. Вот так вдвоем собаки нам помогали, бегали туда-сюда. Мы работали. Первым этапом Вадим Петрович бензиновым буром пробурил отверстие, где мы разметили, будут наши стойки стоять. Я палкой придерживала розы, потому что я их временно закрепила уже на деревянные. Поднять их надо было, потому что лежали на земле. У нас пробурено 4, раз, два, три, 4 опоры. Потом Вадим Петрович выставил их по уровню. В глубину, как я вам сказала, тут участок немножко наклонный, и высота была 60 или 80 сантиметров, заглублялась в землю. Выставил, раскрепил, и Света потом намесила бетон и залила в 2 этапа эти опоры. На дно вначале насыпается щебень, чтобы не прямо в землю трубы были, а на подушку, желательно можно даже цементно-песчаную. Но мы щебень подсыпали, выставили опоры. Опять же по уровню я все проверила и залила один раз, и второй раз более концентрированный, скажем так, раствор. Я мешала цемент 1 к 3. 1 часть цемента, 3 части песок со щебнем. Ну, я уже опытный строитель, потому что дом мы строим уже 4 года, сами достраиваем, потому и эти все нюансы знаем. И по профессии мы проектировщики и со строительством знакомы. Значит, выставили опоры, 3 дня они у нас стояли, застывали, и потом Вадим Петрович приступил к следующему этапу. Приварил поперечины. Поперечина у нас труба 15 на 15, толщина стенки 1,6. На высоте 1,5 метра. Ниже я решила не стоит делать, потому что розы у меня плети уже большие. Как я вам говорю, я планировала, что эти опоры будут временно, пока дом не построится, пристройка. Розы эти надо было на что-то крепить.
А сейчас вот поглядываю, и, может быть, мне другая совсем идея пришла в голову. Тут я уже крашу, когда они застыли. По верху мы развязали точно такими же прутами, только не трубу взяли, а прут восьмерку, квадрат. Чтобы легче конструкция была, но в то же время визуально гармонировала с трубами квадратными. Крашу краской 3 в одном. И антиржавчина, и грунт в ней. Подождали еще один день, она сохнет вообще-то быстро, но я подождала и стала крепить свои розы. Вот так быстро, кажется, мы все сделали, а на самом деле прошла целая неделя. Ну, вообще планируется, что это временные опоры, когда построятся стены дома, уберутся они. Но я думаю, я, наверное, просто перенесу по высоте поперечины вот эти. Тут будут большие панорамные окна, чтобы они в окна не попадали. А так, чтобы не за дом все-таки крепить эти розы, а за какие-то опоры. Может быть, немножко модернизирую. Поперечины мы взяли труба 15 на 15. И не забудьте заглушить заглушками пластиковыми трубы, чтобы они не поржавели. По верху, чтобы было дешевле, вот это мы взяли прут. Восьмерка можно или десятка, квадрат. Не круглый, а квадрат. Вот, собственно, и все. Между стойками расстояние 2,80 и 3,5. Ну, мы смотрели, где какие более мощные розы, где менее мощные. Вот так происходил процесс нашей работы. Света тут акробатик-шоу показывала, когда красила эти опоры. Пока я вам тут снимала, Вадим Петрович там занят опробованием автополива. Постоянно меня отвлекает. Не могу вам рассказывать. Получается, брызгает. Что-то Вадим Петрович там. Ой, с этим газоном еще отдельная история. Тоже видео вам покажу. Значит, первая перемычка у нас на высоте 1,5 метра. Следующая через метр, 2,5. Ну и сколько останется. Вы смотрите, конечно, по своим розам. Трубу можно брать для стоек и 20-ю. Не обязательно 25 на 25. Можно 20 на 20, если роза у вас не выше 2,5 метров. Ну, у меня вон та роза Джон Сильвер Лонг, то она, конечно, 6-метровая. У нее плети. Роза неплохая, не сильно объемная, ажурная. Мне она нравится, что она такой ажурной вуалью закроет мне. Перевяжу ее немножко, чтобы равномерно была. И начала Света наводить порядки тут на своих клумбах. Наконец-то розы удобрила. Столько дел одновременно приходилось делать. И обработки первые от насекомых и от болезней, и хвойных, и роз, и открыть. И наконец-то у меня руки дошли до моих клумб вокруг дома. Сейчас кратенько покажу вам, какие и какие розы тут растут, и как они выглядят сейчас на 17 апреля. Весна в этом году довольно ранняя. Смотрите, а с этой стороны я опоры эти решила не ставить. Тут розы как бы не сильно большие, кроме цикламен Пьер де Рансар, большеватая, под 2 метра плети вот эти. Вот она. Но, ну, во-первых, что и материальные затраты, и не хотелось гордить тут отдельно стоящие 2 метра вот этой опоры. А тут получилось, прямо я скажу, и неплохо. Получилось неплохо, только делать это надо было, когда еще у роз не пошли побеги. Ну, кто знал, что такая погода будет. Так, по розам, по растениям обещала вам кратенько тут пробежаться, показать, рассказать, как цикламен Пьер де Рансар довольно
мощная роза. И вообще я вам уже, когда сравнивала их Пале Рояль, Цикламен и Пьер де Рансар, рассказывала, что они очень хорошо черенкуются. У меня два кустика. Вот тут сейчас покажу вам. Цветет моя слива. Вот это корни собственная розочка Палас Рояль. В прошлом году поломала весной, нарос, и вот пересадила сюда, он возле теплицы там стоял. И теперь возле Мейнтаура у меня тут будет украшать вот эту, кстати, деревянную опору для роз. Ну а сюда, если мы пойдем, это опять же пионы Coral Sunset. Тут сорта пионов я вам покажу, когда зацветут. Нидиформис, уже вот такой красотунчик. И между ними посажены крупнолистные гортензии «Бесконечное лето». Кстати, ее надо обрабатывать от клеща. На заднем плане у нас дальше роза барок, розанна роза. Дальше идет розочка, я вам показывала, Маритим, роза Диди Бриджуотер. Следующий один куст немножко плоховато у меня перезимовал, роза. И вот это, из-за которой все это и затевалось дело, роза очень мощная. Я такой мощной розы еще, честно говоря, и не видела. Ух, я вам хотите покажу сейчас, как там брызгает газон. Вот так немножко покажу. Но газона еще нет. Сегодня, кстати, купили семена для газона. Так, с этой стороны света еще тут порядки не наводила. Поэтому вот что я вам, собственно говоря, и хотела сказать и показать. Делайте опоры для роз заранее, чтобы распределять их, когда еще побеги у нас не выступили, не начали расти. И красота будет вокруг дома. У нас обещают опять похолодание какое-то непонятное. Что будет, не знаю. Но будем надеяться, что наши растения переживут любые похолодания беспроблемно. Я уже удобряла вот эту часть, удобрила. Розы, пионы не трогаем пока. Хвойные пока можно только по хвое. А розы я разложила комплексное удобрение. Он стоит вот так. Выглядит у нее листва, видите, с бордовым таким отливом, полуглянцевая. Конский навоз, комплексное удобрение и компост. Вот, собственно, и все. По листу уже прошла плантафолом. Так, лопата моя упала. Пошла я сажать свой персик. Выберу ему самое хорошее место. Ну, а вы задавайте свои вопросы и пишите в комментариях. Ответьте мне, пожалуйста, у кого есть тут персик. Как у вас впечатление о нем? Эва, пошли посмотрим, что Вадим Петрович там с газоном нам сделал.